Привет, друзья! Меня зовут Наталья. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы поговорим об уборке. Турки очень чистоплотная нация, и это касается как личной гигиены, так и чистоты в домах. Многие женщины в Турции, выйдя замуж, предпочитают не работать. Поэтому основным их занятием становится забота о доме, муже и детях. При этом уборка у турецких хозяек чуть ли не на первом месте. Те, у кого нет времени самостоятельно заниматься уборкой в доме, прибегают к услугам помощниц. Услуга приходящей уборщицы в Турции стоит от 25 до 40 долларов в день. Современные чистящие и моющие средства становятся все более и более агрессивными. Поэтому, заботясь о своем здоровье и здоровье своей семьи, хозяйки во всем мире стараются потихонечку отказываться от химических средств. И турецкие хозяйки не исключение. Я сама аллергик, и поэтому предпочитаю использовать вместо дорогой химии простые и надежные средства. Для меня важна не только чистота в моем доме, а еще и мое здоровье. Кроме того, эти средства вообще не стоят никаких денег. Сегодня я поделюсь с вами лайфхаками уборки без химии, которыми пользуются турецкие хозяйки и которыми пользуюсь я. А для тех, кто досмотрит видео до конца, будет приятный бонус. Я поделюсь лайфхаком турецких хозяек, как сохранить молодость и красоту своих ручек после всей выполненной работы по дому. Я покажу рецепт пилинга маски для рук из полностью натуральных ингредиентов. Не переключайтесь. Не забывайте ставить пальчики вверх и подписываться на мой канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Итак, поехали! Начнем мы с уборки кухни. Турки известные чайманы. Они любят гонять чаи с утра и до вечера и пользуются такими чайниками. В верхней части у нас будет заварка, в нижней кипит вода. В нижней части чайника образуется накипь, а верхняя часть чайника из-за чая становится очень темной. Вычистить все эти загрязнения довольно-таки непросто. У меня есть несколько лайфхаков, как вычистить чайник без использования химии, и сейчас я вам все покажу. Вот, ребята, такой у нас чайник. Да, сразу заметно, помощница к нам не приходит. Видите, как много накопилось накипи. И сейчас мы его почистим. Нам понадобится 1 лимон. Мы его разрезаем на 2 части. И сода. Обычная пищевая сода. Видите, как все просто, а главное дешево. Нам нужно выдавить сок из этого лимона, чем я сейчас и займусь. Я выжала сок. Выливаю его в чайник. Лимонные корки я также положу в чайник. И мне понадобится ложечка пищевой соды. Чайная ложечка с горкой. Заливаем воду. Я заливаю холодную воду из-под крана. Где-то пол чайника. Теперь будем кипятить. Пока нижняя часть нашего чайника потихонечку кипит и очищается от накипи, мы займемся чисткой верхней части, в которой образовалось пятно от чая. Вот такой он у нас черный. Видите, какая я хозяйка? Да, посмотрим. Знаете, чем я буду чистить? Я буду использовать разрыхлитель для теста. Насыпаем. 1 пакетик нам нужен. Заливаем холодной водой. Все это у нас будет подниматься, кипятиться, бурлить, поэтому доверху я не доливаю. Все, ставим на огонь. Все у нас начало кипеть и бурлить. Чайная накипь потихонечку отходит, и вода становится мутной. Ой, кто-то у нас убегает. Наш чайник кипел примерно минут 15. Видите, какая вода стала черная? Вся грязь отлипла от чайника, и теперь останется только слегка почистить его губкой. Я добавляю немного холодной воды, чтобы не выливать горячую воду сразу же в трубы. Выливаю воду. И теперь я просто помою чайник губочкой с добавлением средства для мытья посуды. Слегка его протру.
Ребята, все. Я его хорошенечко потерла. Теперь полоскаю. Смотрите, какая красота. Правда? Вот, не осталось и следа от наших пятен, от чая. Все замечательно вымылось. И теперь нижняя часть нашего чайничка. Она уже тоже прокипела минут 15-20. Теперь будем ее полоскать. Видите, какая прелесть? Все выкипело и вымылось. Смотрите, ребята, накипь стала совсем мягкой. Вот я ее могу даже пальцами взять и снять. Просто. Теперь я немножечко протру губочкой. Протерла я губочкой чайник. Добавила чуть-чуть средства для мытья посуды. Теперь полоскаю. У меня чайник электрический, поэтому я стараюсь его очень сильно не мочить. Видите, а была бы химия, было бы ее оттуда вымыть очень-очень сложно. Вуаля! Чайник чист. И сверху, и снизу. Все у нас замечательно блестит, сияет. Можно заваривать чай со спокойной душой, зная, что при чистке чайника никто не пострадал. Зная, что при чистке чайника не было использовано никакой химии. Еще одна головная боль всех домохозяек – это микроволновка. На помощь нам придет, опять-таки, лимон. Все, что нам нужно, это разрезать лимон пополам, положить в подходящую для микроволновки посуду, заливаем обычной холодной водой из-под крана и ставим в микроволновку на 3-4 минуты на максимум. 4 минуты прошло. Теперь все, что нам осталось, просто протереть влажной тряпочкой. Горячая вода и лимон размягчают засохшие кусочки продуктов, которые прилипли к внутренним стенкам микроволновки. И таким образом очистить все становится гораздо легче. Все теперь очень чистенько и пахнет свежестью. Красота! Хочу поделиться своим маленьким лайфхаком, кто еще не знает. Вот специальные такие крышечки для микроволновки я купила в Икее. Это что-то. Если не хотите чистить свою микроволновку каждый день, то такая крышечка очень спасает. Еда, которая разлетается в процессе подогрева, прилипает не на стенки микроволновки, а к этой крышечке, которую помыть гораздо легче, чем потом возиться с мытьем микроволновки. Больная тема всех турецких домохозяек – это окна. Без преувеличения, окна моются в турецких домах каждую неделю, максимум раз в 2 недели. И неважно, какая это погода в этот день, светит солнце или идет дождь, если в доме уборка, обязательно должны быть помыты все окна. И это моя боль. Такое впечатление, что хозяйки между друг другом соревнуются, у кого чище окна. Очень несладко приходится таким хозяйкам, как я, которые еще и работают. Тоже не хочется отставать от остальных, поэтому приходится выкручиваться. Я вам покажу одно очень простое средство, которое к тому же полностью натуральное. Это средство сделает ваши окна блестящими на многие-многие дни. Вначале моем окно, как обычно. А теперь чудо-средство. Это уксус. Да-да, уксус у меня самый обычный виноградный. Можно использовать любой. Белый уксус даже лучше, но у меня его не было. Вот видите, виноградного и того немножко осталось. Я не добавляю сюда ни воды, ничего другого. Просто после того, как окно уже вымыто, вот таким аэрозольчиком я наношу уксус на окно. Вытираю насухо сухой тряпочкой. И вуаля, окошко чистое, без разводов. Оно будет блестеть так еще не один день. А самое главное то, что когда мы используем любой химический аэрозоль,
Мы его вдыхаем, и страдают наши легкие. С уксусом никаких проблем, за что я его и люблю. Уксус поможет нам также избавиться от плесени и грибков на окнах. Посмотрите, вот у меня уже здесь завелась плесень. Я думаю, после этого видео вы меня просто закидаете тапками, какая же я хозяйка. Везде у меня накипь и грибы. Это просто уксус. Я брызгаю его на заплесневелое место и вытираю обычной мокрой тряпочкой. Видите, все замечательно уходит. Еще одна очень важная тема в любой уборке – это ковры. Особенно в период пандемии многие хозяйки задумываются о том, как же избавиться от грязи, от микробов, от бактерий, которые собираются в коврах. Сейчас я расскажу, как легко и просто избавиться от бактерий в коврах без химчистки или каких-либо химических средств чистки для ковров. Все, что нам понадобится, это обычная пищевая сода. Я насыпаю соду прямо на ковер. Сода известна своими антибактерицидными свойствами. В уборке она нам тоже очень поможет. Хорошенько засыпаем коврик и даем время немножко соде поработать. Я оставлю коврик минут на 15-20, чтобы все бактерии успели как следует умереть. То же самое можно сделать с кроватью. Если хотите избавиться от бактерий и микробов в вашей кровати, в вашем матрасе, точно так же можно обсыпать его содой и потом попылесосить. Еще один повод для головной боли у хозяек, в чьих домах есть белые двери, как у меня, это чем отмыть дверь. Я долгое время мучилась, и на первый взгляд кажется, что без химии тут уж точно никак не обойтись. У турецких хозяек и на этот счет есть свои штучки. Вы удивитесь, но обычная картошка очень хорошо очищает белые двери. Я не могла в это поверить, пока сама не попробовала. Давайте покажу. Нам нужно разрезать картошку пополам. И просто, как обычной губкой, начищаем дверь. Все очень хорошо вытирается, просто как резинкой стирательной. Надо сказать, не каждое химическое средство справится так хорошо, как работает обычная картошка. Смотрите, какая грязная картошка. Когда один слой картошки загрязнился, его можно срезать аккуратненько и продолжить уборку. Очень даже экономно. Теперь все, что нам осталось, это протереть дверь влажной тряпочкой. Вуаля! Кто молодец? Я молодец. И вот весь дом уже блестит и сияет, все у нас чисто, все у нас замечательно и красиво. Теперь время пришло немножечко уделить себе внимание. Как и обещала, теперь мы сделаем маску-пилинг для наших рук, чтобы они оставались всегда молодыми, здоровыми и красивыми. Этот пилинг поможет не только сохранить молодость ваших рук, а еще и укрепить ногти. Этим лайфхаком поделилась моя турецкая свекровь, а ее маникюр всегда на высоте. Нам понадобится опять-таки лимон, немного оливкового масла и немного соли для усиления эффекта пилинга. Пару капель лимона и пару капелек оливкового масла. Если нет оливкового масла, можно взять, конечно же, растительное. Но в нашем доме растительного масла нет вообще. Мы все готовим на оливковом. В косметику тоже используем оливковое масло. Теперь просто делаем пилинг, как обычно. Втираем соль, масло и лимон в кожу рук и в ногти. Лак при этом, конечно же, лучше снять. Теперь смываем наш пилинг, но мыло при этом мы не используем. После того, как мы смыли соль и лимон, масло все еще остается на руках. И после того, как мы помыли руки, просто
Нужно промокнуть их полотенцем и подождать, когда масло полностью впитается. Так, в доме чисто, мы поухаживали за своими ручками, и при этом мы не использовали даже грамма химии. Всего нам понадобилось несколько лимонов, чуть-чуть соды и уксуса. Это ли не здорово, правда? Если вам понравилось это видео, если та информация, которой я поделилась с вами, была вам интересной и полезной, не забывайте ставить ваши пальчики вверх, подписываться и жать на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные выпуски. Пока!